Всем привет! Сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной вот такого бычка, символа 2021 года. Ростом он получился 18 сантиметров вместе с рожками. Жилетка у него снимается. Вот такой бычок. Что мне для этого понадобилось? Пряжа Yarnart Jeans 50, в 50 граммах 160 метров. Это 55% хлопок, 45 полиакрил. Цвет 0,7. Основной этот цвет. Такого цвета у меня ушло 20 граммов. Для копыц и рожек я использовала тоже это Yarnart Jeans номер 70. Для мордочки у меня вот остаток просто остался. Это тоже Yarnart Jeans номер 73. Еще вот джинсы у меня беленького кусочек, но это я использовала для вышивки вот этих вот белков. Можно взять любую другую пряжу. Для жилетки это пряжа детская новинка от Пехорки. В 50 граммах 200 метров, 100% акрил. Этикетка у меня, к сожалению, не сохранилась. Это бирюзовый цвет. Он кажется какой-то синий на камеру, но это бирюзовый цвет. И для воротничка жилетки Alize Baby Soft. 100% микрополиэстер. В 50 граммах 115 метров. Цвет 350. Для вышивки мордочки пряжа Ирис, черный и коричневый. Для украшения на жилетку бусинки, такие 6 миллиметров. Глазки на безопасном креплении 8 миллиметров. И вот здесь вот в ножке я вставляла пуговки для устойчивости. И так вот, чтобы... Но можно вырезать из пластика, без разницы. Эти пуговки у меня диаметром 2 сантиметра. Крючки для бычка я использовала крючок 2 миллиметра, вязала его этим крючком, а жилетку я вязала крючком 2,5 миллиметра. Наполнитель холофайбер. Также еще понадобятся иголочки для сшивания и ножнички. Всех, кого заинтересовала такая игрушечка, давайте приступим к вязанию. Вязание головы начинаем с мордочки. Берем цвет мордочки. Делаем первую начальную петлю. Закрепляем. И провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем первый ряд. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Затем в последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Переходим на вторую сторону цепочки. По этой стороне провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И остается одна петля у нас, в нее провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Второй ряд. Вяжем по спирали. Ничего, никаких соединительных петель не делаем. Вяжем второй ряд. В первую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Затем провязываем 3 столбика ровно в каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3. Затем вот здесь на закруглении, где мы делали в одну петлю 3 петли, в
каждую петлю нужно провязать по 2 столбика. Первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика и в третью 2 столбика без накида. Далее 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Остается 2 петли, в них нужно провязать по прибавке. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю и 2 столбика без накида в последнюю петлю ряда. Третий ряд. Провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю. Затем 3 столбика без накида по 1 столбика в каждую петлю. 3. Теперь на закругление опять сделаем прибавки. Провязываем в первую петлю 1 столбик, в следующую прибавка, 2 столбика в одну петлю. 1 раз. Затем опять в следующую петлю 1 столбик, в следующую 2 столбика. 2 раза и третий раз также столбик, в следующую прибавка. Затем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. И здесь тоже сделаем прибавки. 1 столбик, в следующую прибавка, 2 столбика. Затем в следующую петлю 1 столбик и в последнюю петлю ряда прибавка. Вот так вот. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика ровно, в следующую петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю. Затем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. И на закругление опять же нужно сделать прибавки. Провязать 3 раза комбинацию 2 столбика, прибавка. Провязываем 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, в третью петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю. 1 раз. Столбик, следующую столбик, следующую прибавка 2 раза и опять 2 столбика ровно и в третью петлю прибавка. Далее 3 столбика по 1 столбику в каждую петлю, 3 столбика без накида. И здесь еще нужно сделать 2 прибавки. Провязываем 1 столбик, в следующую 1 столбик, а в третью петлю прибавка. Еще раз 1 столбик, в следующую 1 столбик, в следующую прибавку. В конце 4-го ряда у нас получилось 30 петель. Теперь нужно 3 ряда провязать по 30 петель по кругу без изменений. 5, 6 и 7 ряд. 8 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, следующую петлю 2. Затем нужно провязать 4 раза убавка 5 столбиков без накида. Провязываем, берем за передние стенки петли первую петлю, вторую петлю поддеваем за передние стеночки и провязываем столбик без накида. Первая убавка, затем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Затем опять убавка, первую петлю, вторую петлю и провязываем столбик без накида. И опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 2 раза сделали и еще также сделать 2 раза убавка 5 столбиков. 9 ряд. Провязываем убавку, первую петлю, вторую петлю и провязываем вместе одной петлей.
Затем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять делаем убавку. Первую петлю, вторую петлю за передние стенки и убавку. И до конца ряда у нас остается 16 петель. Провязываем по одному столбику в каждую петлю. 10 ряд. В этом ряду будем менять цвет на основной цвет. Сначала провязываем этой ниточкой 15 столбиков. Затем 16 столбик провязываем не до конца. Продеваем ниточку, берем основной цвет и заканчиваем им столбик. Так вот. Эту ниточку можно отрезать. И теперь до конца ряда довязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вот эти вот ниточки можно связать, чтобы ничего никуда не убежало. Так. Теперь 11 ряд провязываем 24 столбика по кругу. У нас получилось в этом ряду вот 24 петли. 11 ряд провязываем 24 столбика без накида. 12 ряд. Сделаем 6 прибавок. Провязываем прибавка 3 столбика 6 раз. В первую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Затем провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Затем опять в следующую петлю прибавка и 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 петель. 13 ряд. Тоже сделаем 6 прибавок. Провязываем в первую петлю прибавку. Затем 4 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, 4. И опять прибавка 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так вяжем до конца ряда. Прибавка 4 столбика. В конце ряда у нас получится 36 петель. 14 ряд провязываем прибавку в первую петлю 2 столбика. Затем провязываем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Опять в следующую петлю прибавку. Затем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так вяжем до конца ряда. Прибавка 5 столбиков. В конце ряда у нас получится 42 столбика. Провязали 14 ряд. У нас получилось 42 столбика. Теперь 6 рядов нам нужно провязать без изменений по 42 столбика по кругу. Вяжем с 15 по 20 ряд по 42 столбика. Провязали 6 рядов по 42 петли. Теперь нужно прикрепить глазки. Смотрим, где у нас была смена цвета. Это у нас будет низ мордочки. Поворачиваем вот так вот. Отсчитываем от мордочки уже вот этим основным цветом, где мы вязали 2 ряда. Вот между вторым и третьим будем крепить глазки. Глазки будем крепить на расстоянии 5 столбиков. Я буду крепить. Вы смотрите, как вам нравится. Примерно я смотрю вот по вот этой цепочке начальной. Вот эти вот начальные 2 петли. И вот так вот по ним смотрю, вот так примерно вверх иду. Вот так вот.
И прикрепляю глазки. Так, вот я проделала глазки. Не 5 столбиков между ними я сделала, а 4. Мне так больше понравилось. Вот. Между ними 1, 2, 3, 4 столбика. Все, и прикрепляем. Теперь можно немножко набить наполнителем перед убавками. Двадцать первый ряд. Провязываем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку. Также за передние стеночки первую петлю, вторую петлю и провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. 22 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика и делаем убавку. Так провязываем до конца ряда. 4 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 23 ряд. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, затем делаем убавку. Так провязываем до конца ряда. 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Добавляем еще наполнителя. 24 ряд вяжем. 1 столбик, 2 столбик, в третью петлю убавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. 25 ряд. И не забываем добавлять наполнитель. Я в конце каждого ряда, когда делаю убавки, уже еще добавляю наполнитель. 25 ряд. 1 столбик, далее убавка. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик убавка. В конце ряда получится 12 петель. Вот до конца наполняем голову. И нужно сделать 6 убавок подряд. 1, 2 и так далее. 6 убавок. Все, сделали 6 убавок. Ниточку обрезаем, вытаскиваем, продеваем в иголочку и будем стягивать отверстие. Берем за передние стеночки петли. Вот у нас вся петля, мы берем только за переднюю. Первую петлю, вторую, третью, четвертая, пятая и шестая. И затягиваем до конца отверстия. Теперь в серединку этого отверстия втыкаем иголочку и выводим где-нибудь снизу. Вот так вот
затянули. Все. Вот такая голова получилась. Вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем эту петельку и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Второй ряд провязываем 3 раза столбик, прибавка. Первую петлю провязываем столбик без накида, следующую петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю, следующую петлю столбик, следующую прибавка и еще один раз столбик и прибавка. Третий ряд провязываем 9 столбиков по кругу, по одному столбику в каждую петлю. Четвертый ряд провязываем 1 столбик, в следующую 1 столбик, в третью петлю прибавка. Еще раз 1 столбик, в следующую 1 столбик, третью прибавка. И еще один раз, так до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик, в третью петлю прибавка. У нас получилось 12 столбиков. Пятый ряд провязываем 3 столбика прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. Еще раз 1, 2, 3. Прибавка. И третий раз 1, 2, 3 и в последнюю петлю прибавка. 2 столбика в одну петлю. У нас получилось 15 столбиков. Теперь шестой ряд провязываем без изменений 15 столбиков по кругу. Седьмой ряд. Нужно провязать 3 раза 3 столбика, убавка. Вяжем 1, 2, 3 столбика. Далее делаем убавку. Итак, еще 2 раза нужно провязать 3 столбика, убавка. Восьмой ряд. Провязываем 3 раза 2 столбика, убавка. 1 столбик, 2 столбик, затем убавка. Итак, еще 2 раза 2 столбика, убавка. У нас получится 9 петель. Девятый ряд. Складываем ушко вот так пополам. Вот эта петля сбоку, которая у нас остается. И нужно провязать 4 столбика без накида за обе вот эти, соединить вот эти стеночки. Берем в следующую петлю от вот этой вот за обе стенки и со второй стороны точно так же следующую петлю за обе стеночки и провязываем столбик без накида. Следующую петлю точно так же с этой стороны и со второй стороны продеваем второй столбик, третий и четвертый. Вот здесь вот так вот сбоку получается 4 столбика. Теперь ниточку отрезаем, оставляем кончик для пришивания, вытаскиваем и потом вот так вот будем соединять еще иголочкой, пришивать. Теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Свяжем рожки. Делаем скользящую петлю, кольцо амигуруми, закрепляем
петельку. И в колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд нужно провязать по одной петле в каждый столбик. 6 столбиков надо провязать. Конечно, это неудобно, но надо. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затянуть. Можно отрезать короче. В третьем ряду провязываем прибавка 5 столбиков. Так. Первую петлю прибавку, затем 5 столбиков ровно. Три, 4 и 5. Теперь 2 ряда нужно провязать по 7 столбиков по кругу. Провязываем 4 и 5 ряд по 7 столбиков. Провязали 2 ряда по 7 столбиков. Следующую петлю провязываем соединительный столбик. Ниточку отрезаем и оставляем кончик для пришивания. Теперь нужно связать еще одну точно такую же деталь. Сделаем небольшие утяжки глазок. Я отрезала 2 небольшие ниточки основного цвета, которые мы вязали. Продеваю в иголку. Теперь вот здесь вот снизу, возле мордочки, вот здесь где-то, вводим иглу и выводим справа от глаза. Здесь оставляем кончик. Теперь снизу вот так вот обводим и теперь слева от глаза вводим, а выводим рядом с той дырочкой, в которую мы вводили иглу. Вот где была ниточка, выводим в соседнюю петлю. Ниточка должна вот так снизу глаза быть. Так, теперь вторую. То же самое снизу вот здесь вводим, выводим возле глазика. Ножка мешает глазу. И теперь с этой стороны глазика тоже вводим, а выводим рядом в петлю. Вот ниточка снизу под глазом, она вот так вот утопает под глазом. И теперь вот с этой стороны сначала на один узелок завязываем. Это и вторую. И смотрим. Так вот подтягиваем. И смотрим, насколько надо нам, чтобы они были одинаковые, глазики эти. Так, вот этот еще надо.
Все, теперь еще по одному или по два узелка завязать. Так. И ниточки эти спрятать. Вот так вот прячем и отрезаем. И точно так же вот эту ниточку надо спрятать. Теперь вышьем белки. Берем белую ниточку любую. Я джинс беру, можно любую другую. Ну, где-нибудь в любом месте вводим, выводим в верхней части глазика. Так. Ниточку оставляем здесь. И с этой стороны теперь вводим иглу в нижнюю часть глаза. Теперь здесь в нижней части глазика выводим. Так вот. И затем в верхнюю часть глаза, а выводим точно в том же отверстии, в которое вводили иглу. Вот так вот. Здесь отрезаем ниточку, связываем и прячем внутри вязания. В это же самое отверстие вводим, чтобы узелок там спрятался. Вот так вот. Все. И обрезаем. Теперь вышьем реснички. Я беру ирис черного цвета. Где-нибудь в любом месте вводим, выводим в верхней части, где-то посерединке глазика, в верхней части. Затем на 2 столбика вправо по этому же ряду, а выводим над вторым глазиком. Так. И то же самое здесь на 2 столбика выводим в это же отверстие. Вот такие реснички. И точно так же здесь ниточки связываем и прячем внутри. Так, теперь вышьем здесь вот ноздри. Я беру ирис коричневого цвета. Также где-нибудь внизу ввожу ниточку, иголку. Отсчитываю вот этого цвета мордочки 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. И вот так вот ввожу иголочку. Теперь на 2 пропускаю 1 столбик и во второй ввожу. Здесь
Потом пропускаю 3 столбика и вывожу с этой стороны. Так вот, наверное. Так. И точно так же здесь через 2 петли, а вывожу в это же самое отверстие. Вот так вот. Все, с этой стороны точно так же завязываю узелок и прячу внутри вязания. Пришьем ушки. Отсчитываем. Вот после мордочки, когда мы уже начали вязать вот этим вот бежевым цветом, отсчитываем 9 рядов бежевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь, после вот между 9 и 10 рядом, посередине, между вот так вот смотрим возле глаз, и ставим иголочку. Отсчитываем от нее в бок 1, 2, 3, 4, 5, 6 дырочек. В 7-ю ставим маркер. То же самое с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю ставим маркер. Здесь будем пришивать ушки. Берем ушко, складываем вот так пополам и соединяем 2 стороны иголочкой. Так. И еще раз в эту сторону. Так вот. Теперь берем, прикладываем, вот так вот продеваем вверх иголочку и теперь петлю на ушке продеваем за обе стороны вот эти. Так. Еще раз. Цепляем. Теперь, чтобы у нас ушко вот так вот наверх не торчало, на один ряд вот так в бок вводим иголочку и вот здесь вот на ушке, где-то вот на 2-м ряду, вот так вот петельку подцепляем сбоку. Вот так вот. И прошиваем вот так. Теперь опять вот так вот, чтобы оно вот сюда вот было прилегало. Вот, видите? Теперь оно у нас не будет вот так вверх торчать. Теперь закрепляем здесь. Делаем узелок. Так вот. И ниточку прячем. Все. Теперь точно так же нужно пришить еще 2-е ушко. Все, ушки пришили, теперь пришьем рожки. Я добавила немножечко совсем наполнителя, чтобы они как-то форму держали. И пришиваем. Пришивать будем прямо возле ушек. Вот так вот. Берем вот прям следующую петельку возле уха. На том же ряду. Так вот. И пришиваем вот так по кругу. 1 петлю здесь, 1 петлю на рожке. Опять 1 петлю здесь, 1 петлю здесь. И так пришиваем вот так вот по кругу. Затем аналогично пришиваем возле этого ушка 2-й рог.
Так, все, ушки, рожки пришили. Я еще решила вышить брови. Отсчитываю от глаза 1, 2, 3 ряда и посерединке ставлю иголочку. Теперь ввожу где-нибудь иглу и отсчитываю от вот этого, от этой иголочки 1, 2, 3, 4, 5 дырочек в пятую. 1, 2, 3, 4 в пятую. Теперь одну пропускаю во вторую. И с этой стороны вот остается до иголочки 2. Здесь тоже отсчитываем 2. И в третью вводим иголочку. Пропускаем одну, следующую вводим и выводим в том же отверстии, куда вводили. Вот так вот. Все. Здесь ниточку связываем на узелок и прячем внутри вязания. Вяжем ножки. Берем коричневый цвет, делаем колечко, закрепляем. В кольцо провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затягиваем колечко. Теперь в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика. Провязываем 7 прибавок. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, в третью 2 столбика, четвертую, пятую, шестую и седьмую петлю 2 столбика. Получилось 14 петель. Так, берем маркер. Третий ряд провязываем 1 столбик, прибавка, 1 столбик, в следующую петлю прибавка, 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. Столбик, во вторую петлю прибавка, столбик, в следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 21 петля. Так, теперь, кто будет вырезать стельки из пластмассы, то нужно будет на этом этапе очертить кружочек этот и вырезать стельку пластиковую. Я буду вставлять вот такие пуговки диаметром 2 сантиметра. Все, теперь я вяжу 4 ряд. Провязываем за задние стенки петли. Вот, передняя остается, за задние стенки провязываем в каждый столбик по 1 петле. Всего у нас должно получиться 21 петля за задние вот стеночки. Вот так вот. Не видно, конечно, на темной пряже. За дальнюю стенку провязываем 21 столбик. 5 ряд провязываем точно так же 21 столбик без накида, только уже за обе стеночки петли. Полностью захватываем петельку за 2 стенки и провязываем также точно 21 столбик без накида. 6 ряд. Нужно провязать 3 раза 5 столбиков, убавка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку за передние стеночки. Первую петлю, вторую петлю, провязываем столбик без накида. И так еще 2 раза надо провязать. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. И 1 раз еще. 1, 2, 3, 4,
5, убавка. У нас получилось 18 петель. 7 ряд вяжем 4 столбика убавка, тоже 3 раза. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. Так еще 2 раза надо провязать 4 столбика убавка. У нас получилось 15 петель. Теперь 8 ряд провязываем без изменений 15 столбиков без накида. 9 ряд провязываем 3 столбика убавка. Так надо провязать 3 раза. 1, 2, 3 столбика и убавка. Еще раз. 1, 2, 3, убавка. И 3 раз. 1, 2, 3, убавка. Все, провязали. Теперь нужно будет поменять цвет. Для этого я провязываю еще 2 столбика. 1 в следующую петлю, 2 и в следующую петлю делаю соединительный столбик. Ниточку закрепляю и обрезаю. Вот так вот. Теперь нужно вставить стельку, какая у кого есть. Так вот. И немножко добавить наполнителя, чтобы стелька у нас не съезжала никуда. Теперь берем основной цвет наш, делаем вот такую закрепительную петельку. И вот здесь вот справа от соединительной петли, которую мы делали соединительную, вот справа от нее в следующую петельку провязываем столбик без накида. Затем вот в эту соединительную и так далее. И так вяжем весь ряд по одному столбику без накида в каждую петлю. У нас также получится 12 столбиков. Всего нам нужно так провязать по 12 петель 4 ряда. 10, 11, 12 и 13 ряд по 12 петель. 14 ряд провязываем 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3. В следующую петлю прибавка. Еще раз. 1, 2, 3. В следующую прибавка. И 3 раз. 1, 2, 3 и прибавка. 15 ряд вяжем без изменений 15 столбиков по кругу. Провязали 15 столбиков. Теперь провязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. На первой ножке делаем соединительный столбик и закрепляем ниточку и обрезаем. Теперь вяжем точно такую же ножку, еще одну, только на второй ножке ниточку не обрезаем. Провязываем тоже также 15 рядов, затем 5 столбиков и соединительный столбик, и ниточку не обрезаем. Вот я связала 2 ножки, на второй ножке провязала 5 столбиков и делаю соединительную петлю. Теперь будем соединять ножки. Провязываем 2 воздушные петли. Теперь берем вторую ножку и смотрим, вот где у нас была вот так вот смена цвета, вот здесь видно, да, ее, где вот ровненько идет. Так,
Здесь вот видно вылаз смены цвета, и вот, чтобы оно оставалось сзади, вот так к вам лицом. И вот так вот сбоку делаем. Так вот. И присоединяемся к этой ножке соединительным столбиком. Сейчас. Так вот, соединительной петлей. Все. Теперь ставим, обозначаем начало ряда, и у нас это будет, будем считать, первым рядом тела. Провязываем по вот этой ножке 15 столбиков. 1, 2, 3. Вот, и 15 столбик вяжем вот сюда, где у нас была соединительная. Теперь смотрим, чтобы цепочка была не перекручена. И по цепочке провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь переходим на вторую ножку и по ней тоже провязываем 15 столбиков. Начиная со следующей петли, провязываем 15 столбиков. И 15 столбик тоже провязываем туда, где у нас была соединительная. И по обратной стороне цепочки также провязываем 2 столбика. В конце первого ряда у нас получилось 34 петли. Вяжем второй ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем прибавку, следующую петлю. 2 столбика в одну петлю. Далее провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1 и сюда же второй. Далее провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в следующую петлю делаем прибавку. Затем 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую петлю, в последнюю петлю ряда, провязываем также прибавку. 2 столбика в одну петлю. У нас получилось в конце ряда 38 петель. Теперь 3 ряда нужно провязать по 38 петель без изменений. Это у нас 3, 4 и 5 ряд по 38 столбиков. Все, я провязала 3 ряда по 38 столбиков. Добавила еще наполнителя в ножки. Вяжем 6 ряд. Будем теперь делать убавки. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавки будем делать вот здесь по бокам. Если у кого-то другое количество получается, то вот так вот довязываете до вот этого бока. У меня это 8 столбиков. И далее я делаю убавку. Затем довязываю до вот этой стороны 17 столбиков. 1, 2, 3, 17. И делаю убавку за передние стенки петли. И довязываю до конца ряда оставшиеся петли. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас получилось 36 петель по кругу. Теперь 7 ряд, 1 ряд, провязываем 36 столбиков. 8 ряд провязываем 8 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем убавку. Теперь до следующей стороны провязываем 16 столбиков. 1, 2, 16, убавка за передние стеночки и довязываем до конца ряда оставшиеся петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, у нас получилось 34 петли. Теперь 9 ряд провязываем без изменений 34 столбика без накида. 10 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее убавка. Затем провязываем 15 столбиков. 1, 2, 15. Затем делаем убавку. И довязываем до конца ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. У нас получилось 32 петли. 11 ряд провязываем без изменений 32 столбика без накида. 12 ряд. Также в ходе вязания добавляем еще наполнители. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее убавка. Затем 14 столбиков. 1, 2, 14. Далее убавка. Довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось у нас 30 петель. 13 ряд провязываем без изменений 30 столбиков. 14 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. Далее 13 столбиков. 1, 2, 13. Далее убавка. И довязываем до конца ряда. 2, 3, 4, 5 столбиков. У нас получилось 28 петель. 15 ряд провязываем 28 столбиков без накида. 16 ряд также провязываем 8 столбиков, убавка. Затем 12 столбиков. 1, 2, 12. Убавка. И до конца ряда у нас остается 1, 2, 3, 4 петли.
У нас получилось 26 столбиков, 17 ряд, провязываем 26 петель. 18 ряд, 8 столбиков, убавка, затем 11 столбиков, 2, 11, затем убавка, и до конца ряда у нас остается еще довязать 3 петли. 1, 2, 3. Теперь нужно наполнить, потому что в следующем ряду мы сразу 6 убавок будем делать. Так, 19 ряд, провязываем 6 раз по 2 столбика в следующую петлю убавка. 2 петли, затем убавка. И опять также 1 столбик, 2 столбик, убавка. Еще раз 1 столбик, 2 столбик, убавка. И так до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петель. Так, все провязали. Теперь 2 ряда нужно провязать по 18 петель. Это 20 и 25 ряд, 20 и 21 ряд провязываем по 18 столбиков без накида. Провязали 2 ряда, до конца наполняем. Еще в ходе пришивания головы в шею будем добавлять. Теперь я еще провязываю, для удобства пришивания головы, я всегда провязываю до середины спинки еще петли. У меня тут получится 1, 2 и следующий соединительный столбик. Вот так вот. Чтобы у меня ниточка была посередине, мне так легче голову пришивать. Я потом объясню почему. Все, провязали соединительный столбик, ниточку обрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания. Все, тело наше готово. Теперь пришьем голову к туловищу. Когда вот у нас и здесь одинаковое количество петель на голове, да, открытые петли, то, конечно, пришить намного проще. Здесь у нас нет петель, поэтому вот раньше я, когда пришивала такие игрушки, голову к телу, всегда у меня была с этим проблема. У меня бывало то вот так вот боком, то еще что-нибудь, пока я не разработала свою методику такую, которую сейчас с вами поделюсь. Что я делаю? Я, значит, считаю так. Здесь у меня 18 петель. Значит, мне нужно здесь тоже высчитать, чтобы было у меня ровно вот так по кругу 18 петель. Что я делаю? Я, значит, сначала, конечно, примеряю, к какому ряду там мне надо вот так вот пришить, да? Здесь, значит, я определила так. После мордочки уже бежевым цветом я отсчитываю 2 ряда. И посередине, вот смотрю вот так посередине головы, вот так вот через 2 ряда я ставлю иголочку. Затем отсчитываю 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И тоже на этом же уровне в середине ставлю иголочку. Теперь я считаю, у меня 18 петель, 5 рядов. С этой стороны у меня будет 5, и с этой стороны 5 петель, это 10. Еще остается 8. Значит, здесь у меня будет по 4 петли нужно будет пришить. На вот этом ряду 4, на вот этом ряду 4, и здесь будет 5 и 5. И всего получается 18 петель. Вот для этого я довязываю всегда до середины, чтобы начинать шить с середины. Теперь беру иголочку, продеваю в ниточку и начинаю пришивать. Вот с серединки. Получается, я начинаю с середины, значит, здесь на этом ряду я должна пришить 2. Потом, когда я с этой стороны вернусь, я еще 2 петли дошью здесь. Вот так. Начинаю пришивать с серединки. 1 петлю на голове и 1 петлю на туловище. Вот так вот зацепляю прям за последний ряд сверху. 1 петля, затем 2.
И здесь тоже петельку следующую цепляю. Теперь мне нужно подняться на 5 рядов. Поворачиваю и иду вниз. Считаю 1, следующую петлю, 2, следующую. Теперь подтянуть немножко. Так, да. Так, это что-то у меня было. 1, 2, 3, 4. Так, сейчас. Так, теперь 5. Шесть. 7. Следующую здесь цепляю. 5. Затем уже по этому ряду теперь 2 петли, да? 8. И как раз я подошла к вот этой вот иголочке. 9. Ровно половину. Вот. Следующую петельку здесь цепляю. И теперь точно так же по вот этой стороне 2 сюда петли в бок, 5 рядов сюда и 2 сюда. И будет тоже 9 петель. И будет ровненько голова пришита. Дошиваем. Также не забываем, когда еще останется небольшое отверстие, не зашитое, нужно обязательно в шею добавить наполнителя, чтобы у нас шея крепко держалась. Так, это и в ту сторону, и в эту сторону. Так, смотрим. Полностью, чтобы шея была заполнена. И тогда уже до конца дошиваем. Все, вот я до конца дошила все петельки. Так и получилось у меня ровно 18. Теперь ниточку просто здесь закрепляем. Делаем узелок. Так вот. И прячем внутри. Вот так вот. Вяжем ручки, берем темно-коричневый цвет, делаем колечко. Закрепляем, провязываем в кольцо 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. Второй ряд провязываем 5 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика. В первую петлю, во вторую 2 столбика, в третью, четвертую 2 столбика и в пятую. У нас получилось 10 петель. Третий ряд провязываем 10 столбиков.
Провязали 10 столбиков по кругу и будем менять цвет. Для этого я провязываю еще один столбик без накида. В следующую петлю делаю соединительный столбик. Эту петельку закрепляю и обрезаю. Вот так. Берем теперь бежевый цвет, делаем закрепительную петельку. Справа от соединительного столбика в петлю начинаем провязывать столбики без накида. Также у нас будет 10 столбиков. Итак, всего по 10 столбиков нам нужно провязать этим цветом 9 рядов. Это получается с 4 по 12 ряд. 9 рядов вяжем по 10 столбиков по кругу. Провязали 9 рядов. Теперь нужно немного наполнить. Ручку наполняем так. Внизу больше наполнителя, чем выше, тем меньше. И в конце там практически уже не будем наполнять ее. Вот именно после вот этих 9 рядов вот наполняем низ. Вот там вот плотненько, где темная часть, да? И потом постепенно поменьше. Так. Еще. Вот так вот. 13 ряд провязываем. Сначала провязываем убавку за передние стенки петли. И до конца ряда довязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 14 ряд провязываем ровно 9 столбиков. 15 ряд провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. И довязываем до конца ряда еще 3 столбика. 1, 2, 3. 16 ряд провязываем 8 столбиков. Так, провязали. Теперь вот здесь вот сверху у нас нету наполнителя. Можно чуть-чуть еще вот прям немножко совсем. Смотрим. Ну, вот так вот. Так, теперь провязываем еще 4 столбика. Просто ровно 1, 2, 3, 4. Теперь складываем пополам ручку, вот так вот, и соединяем вот эти вот все части, обе. Берем первую петлю с другой стороны за обе же стенки и провязываем столбик 1, затем также 2 и 3. 3 столбика поверху провязали. Теперь ниточку оставляем для пришивания, кончик, и обрезаем. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Теперь пришьем ручки. Отсчитываем от шеи 3 ряда. 1, 2, 3. Между 3 и 4 рядом
ставим иголочки вот здесь вот вместе ручек. У меня между вот этими иголочками здесь 8 дырочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот. Теперь беру ручку и пришиваю. Одну петлю беру на туловище, одну петлю на ручке. Опять одну петлю на туловище и одну петлю на ручке. Можно снизу, можно сверху, кому как нравится прошивать. И третий раз. Одну петлю на туловище и одну петлю на ручке. Все, вот у нас было 3 петли, мы соединяли, так вот пришили ручку. Теперь вот так вот сюда продеваю под низ и ниточку закрепляю здесь узелком. И прячем в туловище. Так вот. Все. Вторую ручку пришиваем аналогично. Все, я пришила 2 ручки, теперь осталось связать хвостик. Берем ниточку цвета тела, оставляем сначала кончик, которым мы будем пришивать хвостик к телу, затем набираем, делаем первую петельку закрепительную и просто набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 16 петель. Теперь следующую петельку вот так вот продеваем и втягиваем ее вот так побольше просто. Теперь я отрезала вот такие 3 ниточки. Просто вот так складываю пополам их. И в это колечко вот так, как кисточки же делают, вот так продеваю. 1. Потом вторую также. Две. И 3. Так. Теперь вот эту ниточку затягиваем, колечко это подтягиваем. Теперь ниточку вот эту отрезаем. И я ее просто вот так беру в иголочку и вниз, сюда же к вот этим вот хвостикам опускаю. Так вот. Подтягиваем и отрезаем. Такая вот кисточка получилась. Теперь берем иголочку. И вот здесь вот посередине где-то 1, 2, 3, 4, 5 рядов отсчитываем от начала вязания. И вот здесь смотрим по центру. 3, 4, 5. Вот так. И пришиваем.
эту же петельку просто закрепляем. И ниточку прячем. Все, наш бычок готов. Остается связать ему жилетку. Так, делаем первую закрепительную петельку и набираем в нее 23 воздушных петли. 1, 2, 3. Затем, начиная со второй петли от крючка, начинаем провязывать столбики без накида. И так провязываем по всей цепочке в каждую петлю по одному столбику. У нас должно получиться 22 столбика без накида. Второй ряд. Делаем одну воздушную петлю, вязание разворачиваем и, начиная с первой же петли, провязываем тоже столбики без накида в каждую петлю по одному столбику. У нас также получится 22 столбика. Третий ряд. Одна воздушная петля, разворачиваем вязание, начиная с этой же петли, с первой, провязываем один столбик, в следующую второй столбик, в следующую петлю третий столбик. Затем провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Начиная с пятой петли провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Затем опять набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 петли и провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Четвертый ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и также с первой петли начинаем провязывать в каждую петлю по одному столбику. Вот провязываем здесь 3 столбика. Теперь по цепочке в каждую петлю провязываем по столбику. 5 столбиков всего должно быть. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, и так далее. И так вяжем до конца ряда. Всего у нас здесь получится 24 столбика без накида. Вот мы сделали отверстие для ручек. Теперь будем делать прибавки по краям вязания. Провязываем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем, сюда же провязываем 1 столбик без накида, в следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю, 1, сюда же второй. Затем провязываем столбики без накида 20 столбиков. Вот у нас осталось до конца, провязали 20 столбиков, у нас осталось 2 петли. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида, в одну петлю прибавку делаем, и в последний столбик провязываем 1 столбик. Теперь шестой ряд. У нас получилось здесь 26 петель. Шестой ряд провязываем, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и, начиная с первой же петли, провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида. Всего будет 26 столбиков. Седьмой ряд. Одна воздушная петля, разворачиваем, в эту же петлю провязываем столбик без накида. В следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика в одну петлю. Затем ровно провязываем в каждую петлю по одному столбику, всего 22 столбика без накида.
Провязали 22 столбика, осталось 2 петли. В следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика в одну петлю и в последнюю петлю 1 столбик без накида. 8 ряд провязываем 1 воздушная петля, разворачиваемся, начиная с первой петли, провязываем в каждый столбик по 1 петле. Всего будет у нас 28 столбиков без накида. 9 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем вязание, сюда же провязываем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка 2 столбика без накида. Дальше провязываем также по 1 столбику в каждую петлю. Всего нужно провязать 24 столбика. Провязали 24 столбика без накида. В следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю и в последнюю петлю 1 столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, начиная с первой петли, провязываем в каждую петлю по 1 столбику. Всего получится у нас 30 столбиков без накида. 11 ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем вязание, сюда же столбик без накида. В следующую петлю прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Далее провязываем в каждую петлю по 1 столбику. Получится 26 петель, 26 столбиков без накида. Провязали 26 столбиков, в следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю и в последнюю петлю ряда провязываем 1 столбик без накида. Следующий ряд, 12 ряд, провязываем воздушная петля, начиная с первой петли, в каждую петлю провязываем по 1 столбику. Всего получится 32 столбика без накида. 13 ряд. 1 воздушная петля, разворачиваемся, в эту же петлю провязываем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Далее провязываем ровно столбики без накида по 1 в каждую петлю. Всего провяжем 28 столбиков. Провязали 28 столбиков, в следующую провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю, в последнюю петлю 1 столбик без накида. И последний ряд провязываем 1 воздушная петля подъема, с этой же петли начинаем и провязываем 34 столбика без накида. Провязали 34 столбика без накида. Теперь делаем 1 воздушную петлю, вязание разворачиваем на боковую сторону. Вот мы вот так вот провязывали. Это у нас изнаночная сторона. Теперь мы будем делать обвязку сбоку. Развернулись и теперь будем вязать рачьим шагом. Рачий шаг — это столбики без накида в обратном направлении. В каждый ряд нам нужно провязать по 1 столбику без накида. Провязываем 1 воздушная петля и начинаем в каждый ряд провязывать в обратном направлении столбики без накида, рачьим шагом обвязываем. Вот. В каждый ряд по 1 столбику. Вот так вот и так далее. Вот, дошли до верха по этой стороне. Теперь нам нужно сделать завязочку с этой стороны одну. Провязываем просто воздушные петли, 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. 30 петель. Провязали 30 петель, ниточку вытягиваем и обрезаем. Теперь нам нужно обвязать вторую сторону. Вот эту вот. Для того, чтобы мы же с лицевой стороны нам нужно ее обвязывать, поэтому нам нужно начать теперь сверху идти. Для этого набираем сначала завязочку. Набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и так далее. Провязали 30 петель.
Теперь прикрепляемся к нашей жилетке. Берем с лицевой стороны. И вот здесь, где был первый ряд, провязываем сюда вот так столбик без накида. И теперь точно так же, как обвязывали по этой стороне, обвязываем рачьим шагом в каждый ряд по одному столбику. Обвязываем столбиками без накида в обратном направлении. Доходим до низа, и в последний ряд мы провязываем не столбик без накида, а провязываем соединительную петлю. Вот так вот. Ниточку закрепляем и обрезаем. И ее нужно будет спрятать с обратной стороны жилетки. Теперь берем пряжу софти и будем вязать воротничок. Берем лицевой стороной к себе и, начиная с первой петли, вот здесь у нас была цепочка воздушных петель, и с первой петли начинаем, продеваем ниточку, делаем воздушную петлю и начинаем вязать столбики без накида. У нас должно получиться здесь 22 столбика без накида по этой цепочке. Провязали 22 столбика без накида. Вяжем второй ряд воротничка. Разворачиваем вязание. В первую петлю провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид. Продеваем ниточку. На крючке 3 петли. Сразу все 3 петли провязываем вместе. Следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид. Провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю также провязываем столбик с одним накидом. А в следующую полустолбик с накидом. Делаем накид, протягиваем ниточку и сразу все 3 петли провязываем. Получается, мы провязали полустолбик с накидом, 2 столбика с одним накидом и полустолбик с накидом. Далее провязываем до конца ряда столбики без накида, пока не останется у нас 4 петли. Это у нас получается, должно получиться еще 14 столбиков без накида. Провязали 14 столбиков без накида. В следующую петлю провязываем полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, продеваем ниточку, провязываем 3 петли на крючке вместе. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. В следующую тоже столбик с одним накидом. А в последнюю петлю провязываем полустолбик с накидом. Накид, продеваем ниточку и все 3 петли провязываем. Ниточку закрепляем и обрезаем. Эту ниточку теперь нужно спрятать. Так, получается вот с этой стороны, с лицевой, потому что воротничок мы будем вот так отгибать. Вот так вот. Теперь берем какие-нибудь или бусинки, или что там будете делать. Так, это у меня пройдет или не пройдет иголка? Нет. Продеваем вот эту ниточку в иголку, берем бусинку, так вот ее дальше продеваем, на кончике завязываем узелок на самом вот краешке цепочки, чтобы он потолще был, прям на самом краю. Вот так вот завязали, продвигаем назад,
так вот. И чуть-чуть оставляем кончик, вот так, и обрезаем. И со второй стороны нужно проделать то же самое. Все, вот я одела все бусинки, спрятала все ниточки, одела жилетку на нашего бычка. Здесь завязала на бантик просто. И вот такая красота получилась у нас. Вот так вот. Все, наш бычок готов. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Не забывайте присылать мне фото ваших игрушечек. Всем ровных петелек. Всем пока-пока.